Ну вот, утро последнего дня. Сегодня 18 августа 2021 года. Сильнейшая гроза была. Вон, сколько дождевой воды в лодке у меня уже накопилось. Снова дождик начинается. Повсюду грибы. Вон сыроежка стоит. Дождь был сильнейший. Барабанил по палатке. Ужас. Аж думал, может, надо растяжки делать. Было эти самые ветровые. Ну, обошлось. Суровое небо. Костер вчера под дождем мучился, тут разжигал. Но все равно разгорелся он. Сильный был костер. Приготовил вчера чечевицу с луком, с морковью, с чесноком, с перцем, с черным, с харисой, с зирой. Ой, вкусно. Все на костре. И жарил, и варил. Налим не попался, к сожалению. Поставил на ночь снасть. Но особо-то я и не рассчитывал. Сейчас буду делать чай из дождевой воды. Небо, конечно, очень интересное. Вчера видел гадюку. Пошел за дровами в лес, в тапках. Иду, смотрю, а там гадюка. Я думаю, не, в тапках в лес за дровами лучше не ходить. Пришел, переодел сапоги. И уже после этого пошел. Грибы везде. Вон их сколько. Но грибы эти не особо интересны. Вот лисички, да, из всего, что тут есть, это самые лучшие. Конечно, белые, если бы были, тоже было бы неплохо совсем. Но белых я что-то не видал. А вот лисички, да, есть. Несколько раз их готовил за этот поход. Лисички, они грибы высшей категории. Вкуснейшие. А с этой стороны вот так. Вон там виден поселок. Вот туда-то я и поплыву. Туда мне надо дойти. И тут небо суровое. Но оно везде одно и то же. Но есть и просветы. На самом суровом небе бывают просветы. Брусники жалко, здесь не очень много. Есть, но так.
Что-то плещется в реке. Пойду попробую рыбу половить. Может, что получится. Хотелось бы напоследок рыбку-то покушать. Костер. Основное правило в кострах — это разжигать их из максимально доступных толстых бревен. И тогда ни дождь, ни ветер, ничего не страшно. Костер сейчас, наверное, тоже разожгу. Пусть с костром веселее. Хоть мне он особо и не нужен. Пусть горит. Так будет гораздо веселее. Ловить попробую здесь. С берега. Уж не буду, наверное, лодку сейчас спускать на воду. Красиво. Вообще этот поход проходил по очень живописным местам. Там вот дождь идет. Видно, что по воде капельки. Мелкий-мелкий. Почти он и не чувствуется. Ну вот, прошелся сегодня по лесу буквально в 100 метрах отсюда. И что? Опять лисички и даже 2 белых гриба. Вот они какие красивые. Принято решение было делать рис. Но поскольку костер долго разводить, возиться, а у меня последний день, экономить ничего не надо, поэтому я решил приготовить это все дело на газу. Вот тут вот готовится рис. Вот морковь я построгал, рубил. После нее пойдет дело лук. Ну, и вместе с этим совсем, конечно, лисички. Белые, к сожалению, они вот червивые, но, может, чуть там вырежу из них какие-то части. Вот такие вот лисички. Лисички, они никогда не бывают червивые. Очень хорошие грибы, очень вкусные. Деликатес. Вот. А вчера я делал чечевицу. Тоже с морковью, с луком, с чесноком. В общем, хорошее блюдо. Вот. Эту морковь мне подарили добрые люди. Отец с сыном на большом рафте с мотором, которые ездят на эту реку Шлина чуть ли не каждый год. Сами они из Питера. И они меня угостили и картошкой, и морковью. Яблочки дали, из них компот варил. Вот. Так что встречаются хорошие, добрые люди, которые помогают странствующим. Вот. В общем, могу сказать, что за время этого путешествия я встречался только с хорошими людьми. Сам некоторыми разговаривал, общался. Кто-то вот так мне помог. Кто-то советом помог. Например, вот эту стоянку мне подсказал местный человек Сергей, которого я встретил, стоя на предыдущей стоянке. А он ловил рыбу. Он говорит, а вот там есть хорошая. И действительно прекрасная стоянка, удобная. Вот. Да и, в общем-то, и с другими людьми я хорошо контактировал, общался. Не часто они попадались, но в этом плане могу сказать, что все было очень хорошо. Надо же грибы. Даже вот в районе самого балаганчика этого растут. Везде грибы. Ох, сколько сейчас там грибов в лесах. Море. Много здесь хищных птиц. Постоянно летают в небе хищные птицы. Еще и клекочут. Раньше ты обычно видишь, они там где-то кружатся. Редко-редко что-то там крикнут. А здесь постоянно. Клёкот этот стоит.
А вместе с птицами летают самолеты. Вот откуда-то он там летит, гудит. Интересно, хищные птицы и хищные самолеты в одном небе. Так вот. Чего только не посмотришь тут, в этом небе. А мне сегодня уезжать. Эх, как не хочется. Как подумаю о том, что там ждет в городе. Такого чистого неба, таких звезд ночью, конечно, не увидишь. Где-то он за облаками. Где-то за облаками. Эх, ничего там хорошего нет в городе. Это вынужденная необходимость. Но что поделаешь? Что поделаешь? Такие вот мы люди. Пойду посмотрю, не подгорел ли там рис. Булькает. А лисички сейчас почищу. И тоже обжарю со всеми прочими дарами природы. Вот они какие. Прям тут. Прям тут. Рядышком. В этом походе я наелся лисичек как никогда. Ну вот и все. Практически все вещи постарался как мог на тут. Остатки отдал. Они сейчас там ее... Вот. Они там едят грибами. Такое кушанье рыбы. Ну пусть они хорошие растут, может быть. А он как... Это огромное удовольствие. Поэтому я выбираю всегда стоять большое, открытое, о всяких кустах. Крайне необходимость. Останавливаюсь. Сюда. Оставил газ, полбаллона там где-то с берестой. Немножко там. Ну вот, плыть-то мне, да, в том направлении. Да. Лодка уже качается. Вот. А плыть-то мне предстоит. Там поселок, ну или город, я точно не знаю. Красномайский, где был когда-то стекольный завод. Якобы там изготавливали звезды для Кремля. Красные, потому что в них содержится коллоидное золото. А рыба так и плещется. Что это за рыба? Вот бы знать. Мне кажется, это какая-то мелкая рыба. Ну, точно я не уверен. Ну вот, прощай, Шлина. Очень хорошая река. Великолепные впечатления. Даже дождь, ливень не испортил эти впечатления. Я был морально готов к нему. Какое небо. Становится ближе с каждым днем. Завтра 19 августа, годовщина путча ГКЧП. Я сидел, вспоминал, как когда это произошло, я на кассетный магнитофон записал обращение ГКЧП. Вовсе не потому, что их поддерживал или не поддерживал. Мне было тогда 15 лет, но я понимал, что это историческое событие. И вот не знаю, где сейчас эта запись. Вот так вот история и теряется
15 лет мне было тогда, а сейчас 45. Вот я задумался о том, а еще через 15 лет смогу ли я приехать сюда, когда мне будет 60? Будет ли у меня достаточно сил для этого? Задумался об этом и загрустил. Ведь 15 лет назад ровно мы сплавились по Шлине от Истока до Комсомольского. И вот сейчас, спустя 15 лет, я продолжил в одиночестве этот поход до конца, до устья Шлины. 15 лет прошло. Все то же самое весло, которое тогда было со мной. Но, правда, плыли мы тогда на 2 байдарках, Таймень и Салют. Сейчас бы я тоже не отказался от Тайменя. Ну или Салюта. Салют у меня есть, но он, к сожалению, очень тяжелый. И в одиночку его крайне трудно перемещать. Каркасная байдарка — это вещь. Скорость. Скорость и еще раз скорость.